В этом выпуске у нас подозрительно много новостей про китайские и корейские комиксы. Однако есть немного новостей и по манге, и даже по ранобэ. Всем привет! Вы на канале Манга24, меня зовут Лилия, и сегодня я расскажу вам самые интересные новости мира манги в России за первую половину февраля. У издательства Азбука получилось довольно скромное начало февраля. 2 февраля из печати вышла манга «Моя геройская академия», книга 17, а также Азбука уведомила нас отдельной новостью о том, что манга «Человек-бензопила», книга 10 вернулась снова в график. А это значит, что в апреле книга должна отправиться в печать. И на этом все. Издательство Комильфо 12 февраля открыло предзаказ на маньхуа «Агенты времени», том 2. История в целом неплохая, и стиль рисунка довольно приятный, однако напоминаю, что данная маньхуа представляет собой раскадровку мультсериала, то есть нарезочки кадров из Дунхуа. Также в продажу поступили дополнительные тиражи 1 и 2 тома манги «Крутой учитель Онидзука». При этом издательство говорит, что напечатаны они были в новой типографии. Да, опять. Но вроде как результатом издательство довольно. У фабрики комиксов из печати вышло 3 книги. Первый том манги «Судзуки просто хочет жить спокойно», и теперь в печать готовится 2 том этой манги. Также однотомная манга «Истории сумочек» и 5 том манги «Эльф не может похудеть». А в печать отправились 8 февраля манга «Детективное агентство города призраков». Кстати, она уже доступна для предзаказа в интернет-буфете. Как я понимаю, это официальный сайт издательства. Всего лишь за 360 рублей. Кстати, в комментариях к этой новости кто-то высказался, что со стороны фабрики комиксов брать в реализацию никому неизвестные тайтлы – это очень выигрышная стратегия. По крайней мере, тому человеку, который писал этот комментарий, сразу хочется купить книгу. Что думаете? На вас это также действует? 13 февраля в печать отправился 2 том «Гяру не могут быть добры к Атаку», которая в свою очередь также доступна для предзаказа на сайте фабрики комиксов за те же самые 360 рублей. А страничек-то в книге поменьше будет, чем у предыдущей. Издательская группа АСТ 3 февраля отправили в печать 6 том маньхуа «Лириана, невеста герцога по контракту». У этой маньхуа довольно стандартная завязка сюжета. Девушка погибает и перерождается в новом мире, в мире романа, который она когда-то читала. Но перерождается она второстепенным персонажем, который еще и в скором времени должен погибнуть по сюжету. Естественно, девушку это не устраивает, кого бы это вообще устроило, и она собирается изменить свою судьбу. А вот получится ли у нее? Это уже другой вопрос. 6 февраля в продажу поступил «Звериный комплекс» том 2, а 11 февраля в продаже появился 8 том манги «Путь домохозяина». Издательство Excel Media 8 февраля открыли предзаказ на 15 том манги «Истории монстров». Я сейчас немного не поняла, нас решили закидать предзаказами этой манги? 12, 13, 14, а теперь еще и 15 книга в предзаказе. Предзаказ как черная дыра. Он затягивает в себя книги, а обратно они выбраться уже не могут. Издательство МИФ продолжает популяризировать китайские и корейские комиксы. 7 февраля вышло продолжение манхвы «Магия вернувшегося должна быть особенной», том 3. В начале этой истории мир находится на грани уничтожения. Последние выжившие люди погибают, а главный герой магическим образом попадает в свое прошлое и получает возможность подготовиться к будущей катастрофе и, соответственно, всех спасти. 6 февраля в печать отправился 1 том манхвы «Мой муж скрывается под маской». Главная героиня погибает и перерождается в новом мире. Новая жизнь начинается не столь успешно, как того хотелось бы. Родители главной героини погибают. В автокатастрофе? Серьезнее надо быть. Тихо. И она попадает под опеку дяди и тети, которые ее не очень-то балуют. Стандартная история типа Гарри Поттера. А потом и вовсе выдают ее замуж за монстра, который, впрочем, оказывается не таким уж и монстром, как внешне, так и в душе. 5 февраля для предзаказа стал доступен 1 том маньхуа «Сладкие следы укусов». Есть такая примета. Укусы – это к вампирам. Мир поделился на 2 части – вампиры и люди. И вампиры немножко победили, что привело к определенному неравенству между этими 2 фракциями. Вампиры в этой истории – главнюки, а люди, соответственно, с точностью до наоборот. И вот наша главная героиня попадает в рабство, в кавычках, к одному из вампиров. Крутых вампиров. Который вроде как влюбился в нее, но по его поведению это сказать...
сложно. Не похоже, короче. Больше смотрится так, как будто он издевается над ней. Вы спросите, что этому вампиру нужно от девушки? Конечно же, он собирается использовать ее главным образом в качестве еды, но, возможно, и что-то большее. У издательства History Comics тронулся лед по ранобэ. Немножечко. Наконец-то подписаны документы по 5 и 6 тому ранобэ онлайн сейчас я это попробую выговорить. Sword Art Online Progressive. У меня получилось? Впереди, конечно, предстоит еще оплата и получение материалов для печати, но уже как бы виден какой-то горизонт планирования. И предварительно обе книги планируются на лето, так как перевод уже давно был завершен. С 7 и 8 томами, по мнению издательства, тоже не должно надолго затянуться. Ну а также уже почти подписаны документы на 26 и 27 тома основной серии Sword Art Online. По остальным ранобэ работа, конечно же, тоже ведется, ничего не забыто и не заброшено. Новости по ним будут как только так сразу. А также, наконец, был объявлен сюрприз в честь окончания серии «Так сложно любить Атаку». И этим сюрпризом стала двойная лимитированная суперобложка на 2 последних томах. На одной стороне лимитированных суперобложек вас будут ждать арты стандартного издания, на другой стороне специального. Однако данная обложка будет доступна только для тех, кто оформит предзаказ на официальном сайте History. И сделать это нужно до 19 февраля. Иначе потом будет поздно, так как типографии нужно сообщить точное количество эксклюзивных обложек для производства. Те же люди, которые уже оформили предзаказ на сайте History на 2 последних тома, получат лимитированную суперобложку автоматически. Ничего дополнительно для этого делать не нужно. На этом наш новостной выпуск подошел к концу. Делитесь в комментариях тем, какая новость вам понравилась больше всего, или может быть какая-то новость вас разочаровала, а мы увидимся с вами в следующий раз. Маттане!